Лично мне очень сильно импонирует лазерка. Просто компенсатор — это лучший дульник в нашей игре. Вертикальная отдача очень большая. Ты его включаешь дольше, чем обычно. Это, имба полная. Всем привет, я Востон, и сегодня в этом ролике я вам расскажу, какие обвесы ставить на оружие, чтобы ставить 3 головы, как я. А для тех, кто досмотрит ролик, в конце будет очень приятный бонус. Начинаем с дульников на АР-ке. Начнем с М416. Первое место у нас займет 100% компенсатор. Он компенсирует отдачу лучше любого дульника, абсолютно. Долго его представлять не стоит, давайте перейдем уже к следующему. Второе место займет дульный тормоз. Он контролирует горизонтальную отдачу, на минус 2 пункта вертикальную отдачу. И третье место, конечно же, пламегаситель. Его фишка заключается в том, что, допустим, когда вы лежите в траве и стреляете по человеку там с дальней дистанции, он не видит вашего огня, вот, что, как раз-таки очень неплохая фича. И если у вас есть выбор между пламегасителем и дульным тормозом, условно, когда вы играете там в соло, остались, ваш сквад погиб, и вы стараетесь набрать как-то поинты, которые вам нужны, поэтому советую брать пламегаситель всегда. Ну и четвертое место будет глушитель 100%. Он очень недооценен, но его проблема заключается в том, что меньше урона регает с глушителем. Хоть и в игре написано что это вообще не так, но чувствуется очень жестко. Давайте перейдем к рукояточкам. На М416 я беру всегда горизонталку. Если горизонталки нету и есть выбор вертикалочку, я беру, конечно же, ее. Горизонтальная рукоятка, она контролирует горизонтальную отдачу, вертикальная рукоятка, соответственно, вертикальную отдачу. И на третье место я бы взял упор для пальца, имбовая рукоятка. С помощью нее ты включаешь прицел быстрее, вот. Поэтому советую всем затестить. Хорошая рукояточка тоже недооценена. Давайте перейдем к прикладам. В нашей игре существует 2 приклада на М416. Тактический, и обычный приклад. По контролированию отдачи тактический приклад лучше, чем обычный приклад. Проблема в том, что когда ты включаешь прицел, ты его включаешь дольше, чем обычно. И, как по мне, это его главная проблема, и поэтому я стараюсь его не брать. Поэтому на первом месте у нас будет обычный приклад, на втором — тактический приклад. С обвесами на М416 мы закончили, давайте перейдем на АУК. На данный момент АУК — это мета. Все используют сетап АУК Сайга, АУК ДБС. Первое место у нас также занимает компенсатор. Просто компенсатор — это лучший дульник в нашей игре. Второе место также займет дульный тормоз. И третье место, соответственно, будет пламегаситель. На АУК я использую вертикальную рукоятку, никогда не использовал горизонталку, даже до обновы, потому что, я не понимал этих людей. Я всем говорю, юзайте вертикальную. В итоге после обновы, когда ему пофиксили отдачу и добавили горизонтальной отдачи еще больше, вертикальной отдачи еще больше, я начал использовать вертикальную рукоятку, продолжать использовать ее. Первое место у нас вертикальная рукоятка, второе место у нас займет легкая рукоятка. Если у нас нет вертикальной рукоятки и легкой рукоятки, я беру упор. Возьмем калаш. После обновления пофиксили урон у дробовиков, потому что это очень жесткая мета. И многие игроки, которых я знаю лично, начали использовать калаш, юмб и так далее. Если вы используете калаш на ближнюю дистанцию, берите муфту, не ошибетесь. Во вторую броню он убивает с 2 хитов. Если у вас нет муфты, советую взять компенсатор. Если нет ни муфты, ни компенсатора, берите дульный тормоз. Давайте возьмем Берил. Берил тоже очень неплохой ган. У него высокая скорострельность. Первое место муфта, второе компенсатор, и третье также дульный тормоз. Лично мне очень сильно импонирует лазерка. Вот, она будет на первом месте. Второе место у нас будет вертикальная рукоятка. И на третье место я бы поставил легкую рукояточку. Как мы знаем, у Берила вертикальная отдача очень большая. Давайте перейдем к скорельке. В целом, тут тоже не особо много нового. Также первое место займет компенсатор, второе — дульный тормоз, и третье место — пламегаситель. Говорить причины я не буду, потому что уже 100 раз рассказывал об этом. Я люблю играть
на скорельке с горизонтальной рукояткой. На второе место я беру упор для пальца. Ну и третье место вертикалочку я ставлю. Но иногда использую даже лазерку на такие ганы, как М-ка, скорелька, АУК и так далее. Перейдем к ППшкам. Начнем мы с нашего всеми любимого юмпа. Первое место на юмпике у нас будет занимать муфта. Оно увеличивает урон. Это, имба. В клоузе супер. Сносит только так. Второе место я бы взял компенсатор на юмпик. Третье место обычно на юмпике я беру глушитель. Мне очень нравится глушитель на юмпе. Очень много файтов именно с глушителем на юмпе я выиграл. По рукояточкам первое место 100% займет на юмпе лазерка. Второе место у нас будет упор для пальца. И третье место 100% вертикалка. Фулл имбовые рукоятки. Попробуйте, используйте, не ошибетесь. На бизончик мы можем только поставить один обвес, это дульник. И тут все то же самое. Первое место у нас муфта, второе место компенсатор и третье глушитель. И обещанный бонус для тех, кто досмотрел ролик. Наша команда использует на средней дистанции лазерку на АЭРках. Я думаю, нет смысла объяснять почему. АЭРки с лазеркой на средней дистанции во многих аспектах иногда лучше, чем те же ППшки. Мы это заметили. Тот же самый АУК, он очень быстро сносит. У него жесткий урон. М-ка тоже очень жестко сносит, даже без лазерки. На том же дрейбае это, имба полная. Поэтому всем советую это затестить. Всем спасибо, кто досмотрел ролик. Болейте за Virtus.pro. И всем пока-пока. До новых встреч.